Здравствуйте, дорогие друзья! Как уже известно, 4 сентября в городе Киеве на Европейской площади возле гостиницы «Днепр» была задержана девушка. Она была похищена, она не была задержана, она была просто похищена. Ее схватили два неизвестных человека и затолкали в машину на глазах у прохожих. Девушка сопротивлялась, но двое мужчин справились с этой девушкой. Девушкой оказалась моя журналистка, которая проводила опросы в Киеве, и вся вина журналистки заключается в том, что она проводила эти опросы, задавала людям вопросы, а потом мы их ответы, и сам опрос размещали у меня на канале. Причем мы размещали это на одном кадре, не выбирая ответы, которые нам нравятся, и не пытаясь что-либо под что-либо подогнать. Служба безопасности Украины прокомментировала данную ситуацию, рассказав, что девушка не является журналисткой, является помощницей пророссийского пропагандиста. Таким образом, они назвали меня, живущего в Евросоюзе и не делающего ничего, что было бы пророссийским, так как они меня назвали. Вина конкретно девушки в том, что она снимала эти опросы, и опросы эти были сняты в интересах российских спецслужб. Каким образом эти опросы помогали в чем-либо, каким-либо спецслужбам мира, Служба безопасности Украины не объяснила. Со своей стороны я предложил Службе безопасности Украины не похищать с улиц людей, которые работают со мной, а просто конкретно выйти на меня и спросить, задать вопросы, которые их интересуют. Они не вышли на меня, не задали никаких вопросов. Я убежден, что их не интересуют никакие вопросы, кроме одного вопроса: создать какое-либо дело в отношении Анатолия Шария, но дело не создается, потому что Анатолий Шарий ничего не нарушает. Поэтому остается только похищать с улиц журналисток, а потом давать пояснения. В своих пояснениях Служба безопасности Украины, кроме того, сообщила о том, что похищения не было, было приглашение. Она была приглашена на беседу в СБУ, ей объяснили недопустимость того, что она делает, то есть нельзя в Киеве сейчас снимать опросы, нельзя произносить фамилию Порошенко и так далее, и после этого ее отпустили. Мы связались с рядом правозащитных международных организаций и получили утвердительные ответы. Мы пообщались уже с рядом организаций, а с рядом организаций мы еще только пообщаемся. Если по каким-то причинам что-то вдруг случится, если эта девушка подскользнется и у нее не получится пообщаться, то правозащитные организации уже пообщаются со Службой безопасности Украины и зададут ей свои вопросы. Я думаю, путем официальных обращений уже к украинской власти. Теперь, для того, чтобы это все не было голословным, и для того, чтобы понять, что же там на улице случилось, возможно, Служба безопасности Украины не обманывает украинцев, как это бывало раньше, а говорит чистую правду, мы решили посмотреть, как же произошло это приглашение в Службу безопасности Украины. Для этого нам пришлось изучить схему расположения видеокамер, которые находятся на Европейской площади. Вот эти видеокамеры, что очень забавно, что желтая, камера, отмеченная желтым, принадлежит Службе безопасности Украины. Поэтому, если она хочет опровергнуть то, что я далее покажу или расскажу, она всегда может предоставить доказательства и показать видео со своей собственной видеокамеры. Камера номер 1. На ней мы видим девушек, которые, слава богу, помогли и откликнулись на просьбу девушки, которую задерживали. Вот они находятся под входом в гостиницу. Теперь обратите ваше внимание. Вот это вот само задержание. Вот в светлом, это моя журналистка, ее пытаются банально заломать. А напротив находится охранник, будка охранника. Охранник выходит из этой будки и внимательно смотрит. Я бы хотел подчеркнуть, что полиция по вызову людей, это в центре все, в центре города происходит. Полиция по вызову людей, которые сообщают о том, что на улице неизвестными похищена девушка, приехала приблизительно через час. Вот смотрите дальше. Вот, выглядит это приблизительно так. Они ее заламывают, два сотрудника. Она пытается вырваться. Увезли ее вот на этом вот автомобиле. Автомобиль Opel Vectra AA 1811 AI. Как нам удалось выяснить, и Служба безопасности Украины этого не скрывает, данный автомобиль с таким номером принадлежит Службе безопасности Украины. То есть вот только что мы видели часть приглашения на беседу. Это уже вторая видеокамера. Обратите внимание, сейчас они будут ее приглашать. Начинается приглашение журналистки. Opel сдает назад
И вот двое уже тянут журналистку. Видите? Происходит борьба на улице прямо. Вокруг ходят прохожие. И вдвоем они не могут справиться. То есть она начала отбиваться. Куда вы меня тащите? При этом Opel отъезжает, потому что происходит внештатная ситуация. И им надо бы ее хорошо ударить, чтобы вывести из строя. Знаете, возможно, что тут недоработка оперативных сотрудников СБУ, потому что они не ударили ее так, что она потеряла сознание. Чтобы она потеряла сознание, тогда ее в бессознательном состоянии можно было доставить в СБУ, к примеру, даже в багажнике. Вот, здесь упущение. Это все происходит в центре Киева. Это не вечер, это, видите, белый день. Да, ходят люди, это смотрят. Люди остановились, посмотрели. Вот это вот Служба безопасности Украины называет приглашением в Службу безопасности Украины. Смотрим дальше. Происходит опять борьба. Они ее пытаются уже как-то увещевать. Автомобиль возвращается, причем по встречке. Автомобиль возвращается, и девушку вновь начинают пытаться затащить в автомобиль. Она пытается убежать. Вот, это приглашение в Службу безопасности Украины. Европейская служба безопасности. Подбегают девочки. Девушку наконец-то, им помогает еще третий, как я вижу. Девушку помогают засунуть в автомобиль. Один сотрудник остается на улице. Девушку увозят в неизвестном направлении. Причем это на самом деле было неизвестное направление. Ей не дали никому ни позвонить, ни известить своих родственников. И, конечно же, ни о каком адвокате речь не шла. Если Служба безопасности Украины желает мне возразить и предоставить видео со своих видеокамер, возможно, это не та девушка, да? Возможно, это не их сотрудники, возможно, это не их автомобиль. Я докажу, что это их автомобиль. Я докажу, что это их сотрудники. Более того, я назову их по именам. Данное видео в урезанном варианте мы без сомнения однозначно продемонстрируем в европейских институтах. Данное видео будет разослано в средства массовой информации, опять-таки, европейских стран. Я не боюсь играть открытыми. Мы подаем заявление о похищении. Вот это не приглашение, это натуральное похищение среди белого дня человека на улице. Мы подаем заявление о похищении. Если МВД не захочет его расследовать, а оно не захочет его расследовать, мы подаем в суд. Суд мы проигрываем на территории Украины, и мы идем в ЕСПЧ. В Европейском суде по правам человека, Служба безопасности Украины и любые представители от Украины, я уверен, без труда смогут доказать, что вот это то, что мы видели, это не похищение, это приглашение на беседу в спецслужбу. Кроме этого, мы будем требовать документы по так называемому делу Шария, которое однозначно существует, и мы об этом знаем. Мы узнаем, кто дал распоряжение это дело открыть. Мы узнаем, на каком основании это дело открыто. Мы узнаем, кто ведет это дело. И мы однозначно будем требовать ответственности для людей, причастных к похищению журналистки в центре Киева. Если Служба безопасности Украины до сих пор не поняла, что я отвечаю за свои слова, так я отвечаю за свои слова. Я и моя команда, мы это так просто не оставим. До новых встреч. Я абсолютно твердо переконаний, що такий рівень свободи, який є зараз, в тому числі і для громадянського суспільства, цей рівень є безпрецедентним. Мені може не подобається. Мені може не подобається. Я почув. Мені може не подобатись те, що відбувається на програмі, але я віддам життя за те, щоб вона була. Я гордий тим, що за багато місяців своєї президентської діяльності я ніколи нікому не подзвонив і не сказав, чи подобається, чи не подобається мені цей сюжет. Ніколи за всю історію України Україна не мала такого рівня свободи, в тому числі і щодо журналістів. Що я ненавиджу, просто ненавиджу все, що ви кажете, але я віддам своє життя за те, щоб ви мали право це робити. Відверто кажучи, я не можу сказати, що я піду аж так далеко, але я набагато що готовий для того, щоб зберегти свободу слова і демократію в Україні. Вони будуть бачити правду. Це не буде якась прикрашена картинка, яка буде зроблена під тиском цензури. Ні. Бо ми довіряємо українському народу. Він сам розумний і сам здатний зробити висновки.